Всем привет, меня зовут Тоша. В этом видео мы продолжаем ремонт маминой мастерской. И покажем вам еще одну необычную идею декора простой, бюджетной, но натуральной мебели. Наши постоянные зрители уже знают, что мы фанаты натуральных фактур. И в большей части наших проектов используем именно их. Чтобы найти единомышленников, мы создали наш маленький магазинчик идей. И в прошлом видео подробнее рассказали об идее и провели наш первый мастер-класс по созданию натуральной ключницы из бука. Кто не видел, оставим видео в первом закрепленном комментарии. Ну а мы начинаем. На этот раз купили очень недорогой, но вместительный комод из сосны, и мама задумала сделать из него очередной шедевр. Ну а мы с папой, как обычно, решили поддержать ее гениальную идею. И так как мамины идеи фонтанируют с невероятной скоростью, начало этой истории происходило еще до создания наших комодиков, поэтому в кадре будут попадаться незаконченные проекты, которые зачастую ведем параллельно. Для начала все поверхности загрунтовали. Специальную грунтовку не покупали, у нас была грунтовка для USB плит, ее и использовали. Ссылки на все материалы, как обычно, оставим в нашем телеграме, ссылка на него есть в описании видео и канала. Дальше покрасили все участки, которые останутся без декора, той же акриловой краской, которую мама смешивала для комодиков. Ну а потом началось самое интересное. А история эта, как и многие наши истории, очень волшебная. Мой папа родился на юге, но уехал учиться на север, где и познакомился с мамой. Много лет родители ездили сюда просто отдыхать, а на входе в центральный пляж стояло очень большое и красивое дерево, которое очень нравилось маме. И вот спустя много лет, когда мы переехали, случился страшный ураган, который выкорчевал много деревьев, в том числе и эту уникальную дикую маслину. Мы с мамой вне сезон часто едем к морю погулять, и в одну из таких поездок с ужасом обнаружили, что наше дерево распилили и хотят сжечь. В общем, это была долгая история по спасению. Мы вызывали эвакуатор, искали, где можно распилить, потом снова на эвакуаторе доставляли наше дерево в дом. Местные грузчики крутили пальцами у виска, но маму это нисколько не смутило. Дерево от уничтожения удалось спасти. Несколько лет оно стояло в одной из незаконченных комнат второго этажа и ждало своего звездного часа. И вот он настал. Большую часть слэбов мы используем в будущих проектах, а в этом решили поэкспериментировать с небольшими кусочками торцевых срезов, которые папа распилил на тонкие пластины. Резались они не очень просто. Идеальную толщину и ширину выдержать не удалось, поэтому для того, чтобы как-то упорядочить рисунок, добавили в композицию тонких планок из этого же материала. К тому же дерево было очень хрупким, и при резке постоянно что-то откалывалось. Сначала приклеили боковые рейки, между которыми распределили центральный орнамент. Вот такая симпатичная идея у нас вырисовывается. При распиле досок края слегка размахрились, немного их зашкуриваем. Снова собираем, на этот раз для того, чтобы приклеить. Находим середину и проводим ось симметрии. И здесь начались первые трудности. Мы много раз приклеивали тонкие планки и даже сделали целое панно с торцевыми срезами, но никак не ожидали, что тонкие торцевые срезы – это отдельная история, и приклеить их будет не так просто. Во время нанесения клея наши пластины начали мгновенно изгибаться и упрямо не хотели ложиться на плоскость. Струбцины оказались бесполезны, так как могли зафиксировать только краевые элементы. Помимо прочего, такого количества струбцин, чтобы зафиксировать все элементы, у нас просто не было. Помощь пришла откуда не ждали. Папины блины для штанги оказались как нельзя кстати. Мы очень быстро намазали поверхность, распределили на ней все элементы, закрыли листом пеноплекса и придавили тяжеленными блинами. Шансов не приклеиться у них не было. После зашкуривания получилась вполне приличная поверхность с очень симпатичным и натуральным орнаментом. Кольцевые срезы сильно деформируются и изгибаются. И это наш первый опыт такого рода экспериментов, поэтому идеальных соединений не случилось. Замажем все неровности и щели акриловой шпатлевкой по дереву. Готового оттенка дикой маслины у нас не было. Цвет мама подобрала сама, смешав несколько оттенков разных затирок. И так как их колеры были весьма ограничены, идеального попадания не случилось. Замазали не только лицевые поверхности, но и боковинки. Дальше папа все снова зашкурил. Переднюю часть фасада решили покрыть льняным маслом, а заднюю акриловой краской. Чтобы разделить эти два неоднородных покрытия, воспользуемся тонким строительным скотчем.
Идея была оставить ту часть торцов, которая сделана из маслины, не окрашенной, поэтому пришлось повозиться. Покрасили на несколько слоев изнанку и торцы. Впереди самое интересное. Снимаем скотч. Результат радовал и обнадеживал даже на этом этапе. Такого ярко выраженного рисунка колец мы никогда не видели. Вот почему мы так любим натуральные фактуры. Ни один, даже самый талантливый художник не может конкурировать с творениями высшего порядка. Каждая линия жива и уникальна, каждый оттенок живописен и неповторим. И даже если встречаются какие-то дефекты и трещины, они только подчеркивают всю уникальность этого творения. Ну а следующий этап обещает усилить гениальность натурального рисунка в несколько раз. Очень интересно, как поменяется цвет после масла. В наших видео мы много раз говорили о том, что покрытие дерева маслом – это наш любимый этап, и этот проект не стал исключением. Аппетиты у торцевых срезов непомерные, такое ощущение, что масло исчезает еще до соприкосновения с поверхностью. Пришлось наносить несколько слоев, зато получилось очень прочное стабилизированное покрытие. Не терпится увидеть, как это будет выглядеть в сборе. Угу. Я пошла чекать. Ты молодец. Зовешь, куда делаешь. Блин, мам! Не попьешь чай. Наши импровизированные шторы попытались буквально задавить мой энтузиазм, но я мужественно продолжил собирать ящики, которые, забегая вперед, оказались не совсем ровными, и отрегулировать комфортное закрывание удалось не у всех. А, хотя важно. А я не помню. Да, это нижний. Так, какой из них можно? Да. Проблема с ящиком. Все, не вырезает момент, будет как кусочком юмора. Ага, очень Я просто звук оставлю. Все хорошо, я звук оставлю, я не буду вырезать голос. Да, я собрал. Я не так ставил, все хорошо. Да. Ладно, вы большие молодцы. Продолжаем в том же духе. Но он все равно кривой. Получается легко. Но второй ящик все равно кривой. Ой. Ой-ой. Цена, качество у недорогой мебели и сосны полностью соответствуют друг другу. Встречаются криво просверленные отверстия, изогнутые недосушенные щиты тоже обычное дело. Мы нормально относимся к таким моментам, потому как ради обладания натуральной мебелью приходится чем-то жертвовать. Заново. Не, кроксы скажи. Ты герой. Получилось. Вот такая необычная тумба у нас получилась. А что мы из нее сделаем, узнаете в следующих видео. В комментариях ждем ваши версии. Первому угадавшему приз из нашего магазинчика. Подарим любой брелок на ваш выбор. Ну и ради справедливости, и так как многие зрители смотрят видео не сразу, второй брелок достанется тому, кто наиболее точно опишет мамину задумку. Не только что это будет, но и какие материалы будем использовать. Габариты, функционал, все, что сможете представить про наше грядущее творение. Выберем нашего самого интуитивного зрителя и подарим ему самый красивый брелок. Ну а мы уже готовим новые волшебные проекты. Скоро увидимся. Выберем нашего самого красивого зрителя. Присылайте фото. Ты эту кривизну под этим углом особо не снимай. Это не наш косяк. Звук я оставлю. Гладь. Сделано. Вот ты сначала посмотри, где это сделано, а потом будем уже... Мама, это финны.
Ой, шведы, вернее. Ну, неправда. Это вообще Икеа. Нет, это Икеа уже в России. Я воду нашел. Я могу попить. Точно вода? Ложку не станешь? Ну, как-нибудь закрой ее. Закрой как-нибудь. У меня пальцы длинные. Да, ладно. Ты инопланетянин. О, красиво, золото такое. А где золото?